Какая для тебя игра, которую можно сделать за месяц? Может быть, это какой-то Soul Knight? Или небольшая песочница? А может, что-то наподобие Tank Stars? Сейчас вы увидите, какую мобильную игру я создал за месяц. Конечно, в этот раз я не буду трудиться 24/7, как это было в прошлых челленджах, которые выходили на этом канале, а просто буду делать игру по мере своих возможностей и свободного времени. Разработка будет вместе с художником, и рисует он реально круто. У него, кстати, есть YouTube канал, на котором он выкладывает анимации. Обязательно загляни к нему по ссылке в описании. Он мне первый предложил сделать совместную игру, и я, разумеется, был не против. Некоторое время мы думали над идеей проекта и получили ее из одного комментария моего подписчика. Он написал: давай игру, где желудь убегает от свиньи, а я, наверное, в шутку ответил: или свинья убегает от желудя. А потом подумал, а почему бы и нет. Мы согласовали эту идею с художником, и он за час нарисовал вот это. Причем он назвал это скетчем. Мне вот стало интересно, что я смогу нарисовать за час. Давайте попробуем. Провел вот эту линию, вот эту. Что? Время вышло? В игре мы не определились с управлением, потому что у нас были разные идеи насчет него. Ведь многие жаловались, что джойстик в моих играх был неудобным. После релиза игры я в этом сам убедился. Когда я решил поиграть в мою последнюю игру в машине, я почувствовал всю боль, которую я заложил в этот джойстик. Публикуем опрос в сообществе про любимый вид управления в топ-даун игре. Ну и чтобы это не казалось подозрительным, надо добавить интересный факт про джойстик. Из опроса я понял, что всем больше всего нравятся джойстики. Да, все же они. Но из комментариев я также понял, что джойстик не надо делать белым, как раньше, и обязательно делать его круглым. Ну, второе для топ-даун игры очевидно. В этой игре я в первый раз делал костную анимацию, и походу я в ней так же беспомощен, как и в рисовании. Посмотрите на эту анимацию. В ней еле поднимаются ноги, как у меня после насыщенного дня. При советах Элла я потом значительно исправил все анимации. Хотя это намного позже. Он нарисовал поляну и сарай, и это просто вау. Я составил геймдизайн документ для нашей игры, но в итоге мы настолько изменили идею нашего проекта, что я вам не буду его показывать. Но все-таки было очень удобно от него отталкиваться. Еще одна шикарная анимация. Она показывает, как я иду поздно вечером. Если быть короче, вот такая анимация у меня в итоге получилась. Теперь новый скин для джойстика. Он уже не белый, а красивый. Я начал настраивать границы для карты, а то Хрюшка ходила по сараю как Человек-паук. И тут возник небольшой прикольный баг, когда Хрюшка зацепилась за сарай и крутилась как вертушка. Для желудя мы долго выбирали подходящее выражение лица. По моему мнению, оно должно было быть злое. Поэтому мы остановились на вот таком варианте. Когда желудь нас кусает, у него будет вот такое выражение лица. Стоп, стоп, стоп. Посмотрите на него. Анимация желудя у меня получилась как у какого-то странного солдата. И снова при помощи художника я сделал более-менее анимацию, при виде которой не хочется отключить желудю ноги. Жизнь — это полоска, и в кои-то веки я сделал плавную анимацию ее отнимания. Да, кстати, желудь кусает и отнимает 2 хп. По проигрышу игрок стает привидением. На это решение я вдохновился из Among Us. Кто не знает, там тоже игрок, когда проигрывает, стает привидением и может летать по полю. Но в моем случае он не летает, а просто превращается в привидение, чтобы был какой-то визуальный эффект. Знаете, в шутерах часто есть вот такая панелька в верхнем углу. Мы с художником сделали такую для подсчета желудей. А вообще, мы планировали эту игру с похожей системой, как у Access.io. То есть, игрок побеждает определенное количество желудей и переходит на следующую локацию. Но мы поняли, что на это надо будет уделить слишком много времени, и разработка может затянуться где-то до середины июля или августа, так что мы урезали ее. В мобильных играх часто ценится простота геймплея, ведь я уверен, вы многие замечали, что часто выстреливают маленькие игры, несмотря на то, что в них нет сотен разнообразных механик и путей прохождения. Взять такие игры, как Tank Stars и Bowmasters. Они имеют по 200 миллионов установок каждая, хоть не имеют слишком сложных механик, и геймплей сосредотачивается на похожих действиях. Такие игры называют гиперказуальными, и меня часто спрашивают, как создать свой первый проект, и если я его сделаю, будет ли он кому-либо интересен. Если вы реально хотите создать свою игру без боли и с минимальными стартовыми навыками, то я знаю курс, на котором можно научиться всему процессу создания игр.
От придумывания идеи игры и ее создания до способов заработка и ее публикации в Google Play или App Store. На этом курсе Игорь Зверев будет вашим преподавателем, ведь он был руководителем департамента геймдизайна в Legendary и работал там над Bomb Masters и Tank Stars. В этом курсе доступно обучение в любое доступное время и постоянная обратная связь. Вы даже получите доступ в закрытый Discord-чат с другими участниками курса, где всегда можно задать интересующий тебя вопрос. И этот курс называется Hyper Casual от XYZ. У XYZ более 90 тысяч студентов. Выходцы из их курсов успешно устраивались в Sperasoft, Ubisoft и многие другие именитые компании. Сейчас действует скидка 20%, а по моему промокоду EugenRosadesker вы получите еще дополнительные 10%. Переходи по ссылке в описании. Хватит только играть в игры, пора их создавать. А пока вернемся к моей игре. Для такой битвы эпично подходит музыка Карла Фортуна, но я не хочу получить бан за авторские права на этом видео, так что просто представьте ее здесь. В этой игре я первый раз делал инвентарь, и получилось довольно неплохо. Он состоит из 3 ячеек, в которые собираются ловушки. Этими ловушками надо обороняться от желудей. А конкретнее из ловушек у нас капкан, грабли, пушка и бомба-заморозка. Но, понимаете, было бы слишком читерски, если бы ловушки раскрывались моментально после ставки, то есть сразу повергали врага. Поэтому тут я вдохновился задержкой из Clash Royale. Кто не знает или не помнит, там при установке карты появляются часики, которые обозначают задержку. И только после окончания этой задержки, которая разная для разных карт, карта появляется на поле. И такие же часики я сделал в моей игре. Если я не ошибаюсь, для капкана задержка составляет 5 секунд, для граблей где-то 2 или 3 секунды, как и для пушки, а для ледяной бомбы действует случайная задержка от 0 до 10 секунд. Это сделано для ее непредсказуемости, потому что она замораживает желудей в радиусе и подбивает тех, кто находится прямо в эпицентре взрыва. И без этой задержки она была бы слишком читерской. Согласитесь, если были бы одни одинаковые желуди, геймплей был бы довольно однообразный и скучный, поэтому мы решили добавить еще видов желудей. Первее всего начали делать мага. Сначала Эл нарисовал вот такой посох магу. Вышло неплохо, но я больше представлял его посох похожим по форме на посох Гэндальфа, поэтому вот такой получился посох, и результат довольно хорош. Маг не будет бросаться какими-то сферами или заклинаниями, он стоит и раз в 10 секунд полностью замораживает хрюшку. Дальше Эл начал рисовать менюшку, и фон для нее вышел реально крутым артом. Возле кнопки старта есть кнопка магазина, который я сделал позже. А пока давайте попробуем забилдить игру. И как мы видим, все работает. А нет, черный экран. Мне пришлось удалить визуальные эффекты, чтобы все снова заработало. В самом движке все работало нормально, и я не уверен, что знаю, с чем связан этот баг. И тут в Discord сервере мой подписчик написал: ну что, какая следующая игра? Невероятное приключение Лука? И это сообщение заставило меня задуматься. Надо добавить чеснок в игру. Видите связь? Я тоже не вижу, но она есть. Чеснок – это еда. Да ладно. И он наполняет нас здоровьем. После этого мы добавили еще одного желудя, снайпера. Вообще, мы хотели добавить еще и лучника, но поняли, что там надо делать еще анимацию полета стрелы вверху, да и он будет очень похож на снайпера. А теперь небольшая запись звуков для игры. Это была странная, но прикольная часть. Послушайте звук, который издает капкан. Как вы думаете, как я сделал этот звук? Вот так я и сделал этот звук, а остальные звуки я создал, используя свой рот. Дальше мы сделали магазин. В нем можно купить скины на свинок. Еще хотели скины на джойстик, но это можно в следующих обновлениях. Тут нажимаем на свинку и скин куплен. Конечно же, если у вас достаточно монет. Монеты даются за побежденных желудей, и еще их можно собирать на карте. Пока добавили 4 скина. Хрюня, стандартная хрюшка, Хрюнонимус, Apple Хрюн и Шакасвин. Нет-нет, не подумайте, что у Шакасвина здесь грязь. Это именно шоколад. Добавили прикольных описаний скинам. Да и мы потихоньку доделываем скины. Возможно, когда это видео вышло, игра уже тоже опубликована в Google Play. Обязательно проверьте описание. Хочу сказать одно. Сначала у нас была совсем одна задумка для игры, но со временем она кардинально изменилась. Когда ты делаешь игру такое долгое время, у тебя есть время подумать, что надо переделать, что исправить и что вообще будет лишним.
Кстати, о спидране по прошлой игре. В нем однозначно победил Пинквинт, причем сразу с голубями и без них. Это был довольно интересный ивент. К примеру, Hellcat почти установил новый рекорд. Но представляете, ему не хватило 1,5 секунды. Ссылки на спидраны победителя будут в описании. А на этом все. До следующих роликов. With